Друзья, всех приветствую. Продолжаем играть в замечательную игру Icewind Dale. They Мы остановились на том, что создали партию и оказались в стартовой локации. Это таверна. Отсюда начинаются наши приключения. Мы успели познакомиться с первым ключевым персонажем. Это хранитель или староста этой деревни по имени Хродгар. К нему мы сходим в гости чуть позже. Первый раз он встретил нас в таверне, сам предупредил, чтобы мы вели себя хорошо. А мы сейчас осмотримся, почувствуем себя гостями в этой таверне и подумаем, что нам делать дальше. Я прошу прощения, поправил немножечко настройки стрима, потому что до этого, оказывается, экран немножечко съехал. Не могу понять. Такое ощущение, что в YouTube стрим не включился. Идет только на Твиче. Ладно, это не страшно. Если стрим действительно не зальется сам, то я просто записанное видео выложу в YouTube отдельно. Итак, продолжим, друзья. Мы оказались в стартовой локации, оглядываемся, пытаемся понять, что здесь происходит. Только для начала еще раз пробежимся по нашим персонажам. В играх такого класса, такого жанра персонажи являются ключевым источником для получения удовольствия. Вы должны симпатизировать им, персонажам. Вам должно нравиться управлять ими, и каждое достижение персонажем какого-либо новой границы своего развития в уровне персонажа, уровне класса или в получении какой-то редкой вещи, вооружения, вам будет приносить в этом случае большое удовольствие. Итак, первый персонаж, лидер партии, это паладин по имени Грант. Вы видите здесь короткую сводку его способностей и навыков. Основное это рыцарь под класс паладина. Это баф, который у него есть в эти класса. Вот этот вот самый злосчастный показатель to hit armor class 0, что означает, чтобы пробить класс брони. Чем ниже этот уровень, этот показатель, тем лучше. Это значит, тем меньше на игровой кости, 20-й кости, ему необходимо кинуть для того, чтобы достичь успеха. Получается, если этот показатель равен 20, ему нужно выкинуть 20 на игровом кубике. Если для того, чтобы пробить персонажа с классом брони 0. Для того, чтобы, если же этот показатель равен 18, как в данном случае, он уменьшен из-за того, что у нас есть бонус от силы, видите, изменение силы. Для того, чтобы пробить противника с классом брони 0,
можно выбросить 18, 19 или 20. Шанс попадания, соответственно, увеличивается. Таким образом, чем меньше этот показатель, тем лучше. Для сравнения, давайте я вам покажу персонажа, который плохо бьет. Это волшебник. У нее показатель to hit armor class 0 равен 20. Что никаких бонусов нет, но очевидно, что паладин дерется лучше. Это доказательство того, что чем меньше, тем лучше. Далее. Он обладает вот такими спас-бросками, про которые я чуть-чуть рассказал в прошлом видео. Это основные опасности, которые есть в игре. Чем выше спас-бросок персонажа, тем лучше, тем сложнее этой опасности пробить его защиту. Его навыки, боевые навыки, это длинный меч и меч со щитом. Это его параметры, которые зависят как от параметров самого персонажа, так еще и от амуниции, вооружения, которое сейчас снаряжено. Но пока что эти цифры не впечатляют, дальше они будут расти. Сопротивление, все понятно. Класс защиты. Это как раз тот самый класс защиты, который противостоит параметру to hit armor class 0 для того, чтобы пробить класс брони 0 персонажу нужно выкинуть на игровой кости 18, а для того, чтобы пробить класс защиты 10, персонажу нужно выкинуть не больше на 10, а наоборот меньше. То есть здесь так же, как и с показателем to hit armor class, работает обратная зависимость. Чем меньше этот показатель, тем лучше. Это вот два таких показателя, которые работают обратно. Чем они меньше, тем лучше. Все остальное в этой игре работает как мы логично и можем предположить. Чем больше, тем лучше. Итак, для того, чтобы пробить... по сути, вот этот класс защиты означает, сколько атакующему нужно прибавить к своему броску атаки. Это бонус для атакующего, а не бонус для защищающегося. Получается, моего паладина пробить намного легче, чем персонажа с классом брони 0. Потому что к броску кубика, который выкинет атакующий, можно прибавить еще вот это вот число 10. Таким образом, если атакующий бьет меня, у него to hit armor class 0 равен 18, ну, предположим, мой двойник меня бьет, ему нужно выкинуть, получить результат броска 18, чтобы попасть по мне. Например, у него на кубике выпало 15. В этом случае по персонажу с нулевым классом брони он не попадет, 15 меньше 18, а вот по паладину, по гранту он попадет, потому что он прибавит к себе вот этот самый класс защиты 10, и у него будет не 15 итоговый результат броска, а 25. 25 больше 18, он попал. Так это работает. Соответственно, если класс защиты равен нулю, то ничего не прибавляется, не убавляется к броску атаки у атакующего. А если класс защита отрицательная, например, минус 5, такое здесь тоже бывает, и такое и будет в нашей с вами игре, то от его результата броска будет это число отниматься, следовательно, ему попасть будет еще тяжелее. Если он выкинет 15, а у меня еще и класс брони не 0, а минус 5, то у него итоговый результат будет 10. Это существенно затрудняет попадание для него. Этот параметр — это здоровье персонажа, сверху текущее, ниже максимальное. Оно будет увеличиваться с ростом уровня. Также есть некоторые вещи, которые увеличивают этот параметр. Понятно, что когда здоровье падает до нуля, мы умираем. Этот показатель означает, какой урон мы нанесем при успешном попадании. В том случае, если вот этот вот бросок to hit armor class 0, если бросок будет успешным, он зависит от оружия, которым мы пользуемся. Ну, для оружия кулак, которым мы сейчас вооружены, бросается кубик 1d2, и к нему прибавляется бонус от моей силы, который равен 3. Он зависит вот от этой величины. Я уже говорил, что здесь величины характеристик вливаются в игру не напрямую, а через некие зависимости,
их можно поискать отдельно в таблицах, и вы увидите, какая величина на что влияет, на какие параметры, какая характеристика на какие параметры игры влияет и какова зависимость. Ну, надо понимать, что 10 это значение, которое не дает никаких бонусов, никаких штрафов, а дальше каждый плюс 2 либо минус 2 к этой величине дают бонус либо штраф плюс 1, минус 1. То есть если у меня будет ловкость 11, для меня ничего не изменится. А если ловкость будет 12, то для проверок, где задействована ловкость, у меня будет бонус плюс 1. Также быстренько пробью. Касаясь оружия, смотрите, что я вам покажу. В инвентаре у этого персонажа с самого начала есть посох. Это боевое оружие, лучше, чем кулак. Пока оно не было снаряжено, вы видели, у нас бросок урона был 1d2, к которому прибавлялась сила плюс 3. Теперь вооружим и посмотрим, что же поменялось. Теперь наш урон существенно вырос, потому что бросок теперь для броска урона используется кубик 1d6. Это означает, что разброс значений у нас будет от 1 до 6. И к нему прибавляется плюс 3 бонус от нашей силы. И получается не от 1 до 6, а от 4 до 9. И то же самое касается любого другого оружия, где урон будет не 1d6, а бросок какого-то другого кубика или кубиков. Есть оружие, для которого урон определяется броском нескольких кубиков, например, 2. Следующий наш персонаж это воин, подкласс защитник дварфов, по имени Валик. Он обладает такими характеристиками. Давайте быстренько сравним. Класс защиты у него меньше, чем у Гранта. Это значит, что он лучше танкует, даже без всяких доспехов. Связано это с параметром ловкости, как здесь видно. Как я уже говорил, бонусы даются только за каждый четный добавочный показатель, поэтому ловкость 16 и ловкость 17 дают одинаковый бонус 3. Вот он бонус 3, но как опять же я уже сказал, для класса защиты и для Two-Hit Armor класса чем больше, тем хуже, чем меньше, тем лучше. Поэтому бонус от ловкости здесь используется со знаком минус. Текущее здоровье у него также больше, чем у Гранта. Это связано с выбором класса и с телосложением. Телосложение у Валика чуть побольше. Ну, пока что сила у него также больше. Обратите внимание, первый показатель силы 18 равен у обоих персонажей, а вот следующий показатель 75 и 97, эти показатели включены только у боевых классов персонажей. Это воины, паладины, варвары, рейнджеры. И он также дает дополнительные бонусы. То есть вот внутри показателя 18 вот эти вот подзначения также дают бонусы. Самый большой бонус, который может здесь быть, это бонус при значении 0,0. 0,0 это значит 100. Валик сражается у нас с топорами. Хорошо умеет сражаться мечом, держа щит в руке. Ну, мечом, под которым понимается любое одноручное оружие, и щит в руке. Следующий персонаж это вор. Вор, который может еще и сражаться, потому что он мультикласс, воин-вор. Его зовут Лориэль. Он умеет сражаться у нас длинным мечом и длинным луком, потому что это персонаж эльф. И у эльфов есть расовая способность владения этим оружием, почему бы не воспользоваться ею и дополнительно не вложить очки навыков. Класс защиты у него еще лучше, чем у Валика. Это связано с тем, что ловкость у него еще выше, зато хуже очки здоровья. Two-Hit Armor класс, как видим, у него как так, не пойму. Почему попадание у Гранта навыки плюс 2? Что это такое? Все, я понял. Мы же вооружили его оружием, которым он не умеет сражаться, поэтому у него был штраф плюс 2. Этот штраф
распространялся бы на Валика и на Лориэля тоже, если бы мы на них надели, если бы они взяли в руки посох, но они сражаются сейчас вооружены только кулаками, поэтому штрафов нет. Кулаками в этой игре умеют сражаться все. Следующий наш персонаж это Лера, одна из моих любимец. Сразу забегая вперед, мой самый любимый персонаж партии будет Агнес. Лера это наш жрец. Она умеет сражаться, но основная цель и задача ее в отряде это лечить раненых персонажей, а в бою накладывать всякие бафы на друзей, дебафы на врагов. В этом задача жреца, ну или священника, либо клирика, как их называют. Посмотрим, что умеет она. Показатель атаки у него 19, что меньше, чем вот у этих ребят, которые боевые, но больше, чем у небоевых персонажей. Вы это видели, когда мы открывали страничку персонажа Агнес. Класс защиты 10. Средненький класс защиты, но это потому что ловкость у нее. Класс защиты зависит от двух показателей, основных показателей. Это броня, которая на вас надета, и показатель бонус ловкости. Бонус ловкости в данном случае отсутствует, ни положительный, ни отрицательный. Бонус не используется, поэтому базовый класс защиты 10. Текущие пункты здоровья 10. Ее урон, можете посмотреть. И быстренько покажу ее заклинание. Вот что она может пока что колдовать. Второй, третий уровни нам недоступны, они откроются чуть позже. Следующий мой персонаж это Ирлин. Кенсай, но это его временный путь развития. Через какое-то время этот персонаж станет магом, но при этом у него будут все те умения, бонусы и характеристики, которые он получит, являясь кенсаем. Он будет хорошо сражаться, будет достаточно жирный, потому что он успеет за несколько классов опыта в кенсае, за несколько уровней в кенсае сможет заработать хорошие очки здоровья, и потом эти очки здоровья никуда не денутся, когда он станет магом и будет получать за каждый уровень мало здоровья. Вот эти уже полученные ранее очки здоровья будут при нем, как в классическом комедийном фильме. Разумеется, никаких заклинаний он использовать сейчас не умеет. Пока что он будет сражаться посохом, как будто бы такой маг, который пока что еще не понял, что он маг. Ну и это мой любимый персонаж, самый хилый в отряде с точки зрения боевых навыков. И пока что даже в общем самый хилый, потому что на первом, втором, третьем уровнях маги очень слабы, даже заклинания не компенсируют их физическую слабость. Впервые маг раскрывается, наверное, и становится способным затмить других членов отряда при получении 5-го уровня, когда ему становятся доступны заклинания 3-го уровня, в числе которых находится знаменитый огненный шар Fireball. Это действительно заклинание, которое по игре я буду использовать очень часто. Оно мое самое любимое в этой игре. И, наверное, многие игроки в Icewind Dale со мной согласятся. Игра в принципе боевая, и поэтому боевые заклинания здесь пользуются популярностью. Вкратце о персонажах мы поговорили. Давайте посмотрим на снаряжение. Снаряжение у всех простое. Никакой одежды, никакой брони, ну кроме вот этой вот базовой, которая надета на фигурку персонажа. Из оружия у всех только посохи. И также у нас есть 650 золота. Это базовый капитал, на который мы можем хоть как-то вооружить наших персонажей. После того, как мы вооружимся, все вот эти вот показатели, которые мы с вами сейчас немножечко разобрали, изменятся, значительно изменятся в лучшую сторону. Не надо недооценивать в этой игре снаряжение. Высокоуровневый персонаж без снаряжения и низкоуровневый персонаж в хорошем снаряжении могут драться друг с другом примерно на равных. Это будет видно по тем цифрам, которые будут меняться у персонажа при изменении снаряжения. Давайте пока что мы с вами всем дадим в руки посохи.
Походят они пока у нас как такие странники без определенного места жительства, которые впервые оказались в этой рыбацкой деревне под названием East Haven. И сейчас мы с вами впервые ощутим, что такое быть героями. Мы спасем прекрасную девушку от зла. Прекрасной девушкой у нас является вот эта хозяйка таверны по имени Гризелла. Приветик, дорогуша. Добро пожаловать в зимнюю колыбель. Меня зовут Гризелла. Я хозяйка и управительница этой чудесной таверны. Чем могу быть полезна? Как насчет выпить? Выпить? Конечно, дорогуша. Это все-таки таверна, в конце концов. Выпить всегда найдется, хе-хе. Что у тебя есть? Да вот какое дело. Видишь ли, сейчас у меня тяжелое положение. Поставок нет, так что я ничего не могу предложить из выпивки. Да, вот такая вот у нас таверна. Как вам? Нравится? Да, вот такая вот у нас таверна. Как вам? Нравится? Мы отыгрываем добрую партию персонажей, и более того, мы разговариваем от имени паладина, который не может себе позволить никаких оскорблений и даже колкости. Это просто воплощение зла. Будем стараться отыгрывать эту роль по максимуму. У тебя совсем все кончилось? Ну, нельзя сказать, что прямо таки ничего нет. Кое-что в погребе осталось, но... Мне неудобно в этом признаться, но так уж и быть. Там в этом старом грязном погребе развелась живность, и мне туда просто страшно спускаться. Я панически боюсь жуков. Как представлю себе этих ползучих тварей, так мурашки по спине бегают. Можем над ней поиздеваться, но паладин ответит так. Ясно, я могу тебе чем-нибудь помочь? Ужасно мило с твоей стороны, дорогуша, но я не заставляю тебя лезть из-за меня в неприятности. Я, наверное, и сама что-нибудь придумаю. И вот здесь прям квинтэссенция паладина. Не бойтесь, мадам. Я прогоню этих насекомых, чтобы они вас больше не беспокоили. Сколько пафоса. Превосходно. Спуск в погреб в задней комнате. Только осторожнее там, дорогуша, чтобы эти мелкие пакостники не выбрались наверх. Ладненько? Итак, пойдемте же спасать нашу прекрасную девицу. Вот они, наши первые враги. И наш первый бой. Пока что враги нас не атакуют, мы можем осмотреться, понять, что это вообще вокруг происходит и как атаковать. Жуки, разумеется, не представляют для нас никакой угрозы, здесь мы довольно быстро справимся, но можно будет уже убедиться, что являясь наследником классической настольной игры Dungeons and Dragons, в Icewind Dale броски кубика рулят. Посмотрите, как мы сейчас после начала сражения будем нещадно промахиваться. Все из-за вот этих самых кубиков. Смотрите. Но зато если уж попали, так сразу убили, потому что здоровья у каждого такого жучка очень мало. Так, это что? Это у нас включен был искусственный интеллект, поэтому партия автоматически продолжала действовать после того, как я отдал им приказы. Я этого не люблю, поэтому искусственный интеллект я отключил. Итак, мы с вами уже победили наших первых врагов, практически не пострадав при этом, и приобрели немножечко опыта. Возвращаемся назад, сдаем наш квест. Ну как, тебе удалось избавиться от этих гадких жуков, дорогуша? У моих клиентов в горле совсем пересохло. Дело сделано, эти ползучие гаденыши больше тебя не побеспокоят. Спасибо, дорогуша, у меня просто гора с плеч. Только вот еще что. Я прошу, чтобы эта маленькая проблемка осталась между нами. Не хочу, чтобы по городу поползли слухи о том, что у Гризеллы не кабак, а свинарник. Ну давай. Отряд приобрел опыт 1200. Как же я люблю такие надписи в игре. Больше она ничего нам не дала, но зато у нее можно теперь наконец-то выпить. Выпить это значит послушать немножечко слухов. Давайте мы что-нибудь
Какое-нибудь зимнее вино выпьем. А ничего она нам не сказала. Итак, наконец-то после третьей кружки выпивки Гризела сообщила нам, точнее мы подслушали, что в храме в последнее время мерцали и мигали странные огоньки. Вернее, как говорит старый Джет. Вернее так говорит старый Джет. Более чем вероятно, что огоньки плясали перед ним с пьяну, и он просто оказался неподалеку от храма, когда отрубился. Понятно. Не хотят выходить. Очень им здесь нравится. Итак, это... Какая же здесь мелодия, друзья. Это одна из причин полюбить эту игру. Практически каждый саундтрек в этой игре трогает меня за живое. Я не могу просто так вот, не вслушавшись в него, пройти. Это не та игра, в которой думаешь, поскорее бы выбежать отсюда и пойти дальше. Это довольно небольшая деревня, но даже в ней у нас будет достаточно квестов для того, чтобы и получить по щам, у нас уже прольется первая кровь, и для того, чтобы получить какой-то опыт, а также стартовое вооружение. Я предлагаю двигаться в этом направлении. Джонан — это задумчивый рыбак, и квест, который он нам даст, будет довольно долгоиграющим, будет иметь длинные последствия вплоть до последней главы, но это вы увидите позднее, а сейчас мы выполним этот квест и получим первую часть вознаграждения. Джонан. Извини, дружище, я не заметил тебя. Я Джонан, чем могу помочь? Ты в порядке? Вид у тебя какой-то озабоченный. Да нет, со мной все в порядке. Просто разглядываю озеро, чтобы хоть как-то отделаться от этих снов. Правда у нас красивое озеро? Сны? Обычно они уходят, когда просыпаешься. Возможно, порыбачат денек, тебя и отпустят. Такое ощущение, что сны последнее время ловят меня, как я рыбу. Не успеешь задремать, как они начинаются. Порой ужасно сбивает с толку. Кажется, что эти сны реальнее, чем мир вокруг. И что за сны тебе снятся? Ну, я вижу женщину. Не надо на меня так смотреть, это совсем не то, что ты думаешь. Она идет по поверхности озера, как будто бы у нее под ногами мостовая, а не волны. Она ни слова не говорит, только поет. И очень красивые песни. Но слов я не понимаю. Но если твои сны единственное, что тебя тревожит, Джонан, то твоя жизнь не так уж и плоха, сны даруют отдых. Честно сказать, Ах, черт, не могу я это больше терпеть. Эти сны просто пожирают мой рассудок, как голодные волки. Я только задумаюсь про обыденные дела, как тут же снова прорываются воспоминания об этих снах. Я уже не знаю, сколько еще смогу это выносить. Если я найду способ, Джонан, я помогу тебе. Я не знаю как, но я попробую что-то придумать. Да? И серьезно? Не шутишь? Я был бы благодарен за одну спокойную ночь. Посмотрим, что я смогу сделать. Я вернусь, когда будут новости. Этот квест мы сможем выполнить, не покидая локации. Придется лишь немножечко побегать. Это не именно персонаж, поэтому разговаривать с ним нет никакого смысла. Мы подходим к храму, но в храм мы зайдем чуть-чуть позднее, после того, как выполним несколько квестов. Беседа в храме будет связана с прологом, с началом игры, с вступительным роликом, и я хотел бы уделить этому чуть больше внимания вашего времени. А по поводу огоньков, мне кажется, тот старый Джет не врал. Смотрите, действительно, из храма что-то светящееся видно. Здесь нас ждет еще один квест. Он боевой. Мы встретили горожанина по имени Апсель.
Апсель. Ох, слава богам. Кто бы ты ни был, ты пришел вовремя. Мне нужна помощь. Меня зовут Грант. Кто ты? Меня зовут Апсель. Ну, пожалуйста, у нас нет времени для разговоров. Мне нужна помощь. А что случилось? В мою мастерскую каким-то образом пробрался волк и там все разносит. Он бросился на меня, когда я открывал мастерскую этим утром. Я так испугался, что случайно сломал ключ, когда попытался закрыть дверь перед его носом. Теперь я даже не могу войти. Твой магазин? Что ты продаешь? Я резчик по кости. Я делаю из огромных черепов круглоголовой форели настоящее произведение искусства. Этим летом южане приедут к нам и купят мои изделия, чтобы продать их в своих антикварных лавках. Разумеется, если у меня найдется, что им предложить. Чертов волк. А что конкретно надо сделать? Я буду очень признателен, если ты проберешься внутрь и избавишь меня от этого глупого создания. Тогда я смогу вернуться к своей работе. Только сначала нужно как-то открыть дверь. Хорошо, я быстро разделаюсь с этой несуразной псиной. Премного благодарен. Дверь в мою мастерскую прямо за углом. Пожалуйста, избавь меня от этой грустной псины как можно скорее. Да, справиться с волком нам будет несложно, но внутрь надо еще попасть. Дверь заперта. Попасть туда мы можем одним из двух способов. Либо выбить дверь грубой силой, например, с помощью воина. Либо, что, на мой взгляд, интереснее, взломать ее с помощью нашего вора. Взлом удался. Дверь открыта. И теперь мы можем попасть внутрь. А теперь нам надо нажать на паузу. Да, друзья, игра является боевкой в реальном времени, прошу прощения. Но при этом здесь очень часто и активно необходимо использовать паузу для того, чтобы раздать приказы, сориентироваться в ситуации и как-то перегруппировать персонажей, дать скастовать заклинания и так далее. Нападаем на волка. Скорее всего, он даже кого-то из нас успеет покусать, но маловероятно, что кто-то умрет. Итак, дали приказы. Можно нашей волшебнице скастовать единственное запомненное заклинание. Давайте я вам, кстати, покажу ее книгу заклинаний. Вот как оно выглядит. Это заклинание, которое она в принципе может использовать. Их список можно пополнять. А это заклинание, которое она запомнила и готова использовать уже активно. То есть заклинание отсюда можно переносить сюда, но сейчас у нее только один слот и только заклинание первого уровня. В этом, кстати, отличие магов от жрецов. Посмотрите, у жрецов список заклинаний сразу полный. Этот список довольно большой по сравнению с магом, но его нельзя расширять, нельзя изучать новые заклинания. Как только жрец достигнет нечетного уровня, каждого следующего нечетного уровня, ему откроются заклинания следующего уровня. На третьем уровне он сможет кастовать заклинания второго уровня. И так далее. Итак, наша битва. Опять же, мы промахиваемся. Нет, смотрите, никого он не куснул. Я думаю, это благодаря Агнес, которая хорошо влепила ему своим волшебным зарядом. Сдаем наш квест. Апсель. Ах, мой друг, волка больше нет. Я просто счастлив. Спасибо тебе за помощь. Вот тебе за труды. Спасибо, мне нужно идти, прощай. Отряд приобрел опыт 1200. Получил предмет кинжал Апселя. Ну и золото 25. Смотрим, что это за кинжал. Этот кинжал сделал косторез Апсель из Восточной Гавани. У кинжала очень острое лезвие и рукоятка, выточенная из кости рыбы. Это необычный кинжал, он имеет бонусы, +1 к попаданию и в общем-то все. Этим он отличается от остальных кинжалов. Ну пусть. Так как у меня никто из персонажей кинжалами специально сражаться не обучен, то получается, что и бонусов от использования именно кинжала он не получит. Но в любом случае этот кинжал лучше, чем посох. Так как посох практически ничего не стоит и продать его нельзя, никто его не хочет покупать, то мы просто выбрасываем ненужные посохи на землю. Посмотрите. Обратите внимание на параметр Тако, to hit armor class 0. Он меняется от посоха 20, потому что никаких бонусов он не дает. А от кинжала уже 19, потому что
При прочих равных этот кинжал дает бонус -1. Теперь наш паладин Гран будет сражаться чуть-чуть получше. Мы тем временем продвигаемся дальше, на юго-восток. Деревню. Посмотрите, кого мы здесь нашли. Какая-то странная женщина. Мало похожая на человека. Давайте пообщаемся с ней. Элизия. Кожа этой женщины напоминает озерную гладь. Волосы у нее светло-зеленые, а черты лица тонкие, словно у эльфа. Увидев вас, она начинает нежную тихую песню. Так могло бы звучать глубоководное течение. Вы не представляете, откуда возникла такая ассоциация. Через некоторое время песня затихает. Странное ощущение проходит, а женщина с надеждой смотрит на вас. Это песня. Не ты ли та женщина, которая снится Джонану? Какие мы догадливые, правда, сразу догадались. Джонан? Да, Джонан. Ты женщина, которая ему снится, правильно? Да, да. Твои глаза его видели? Ты знаешь, где течет его дорога? Да, недавно мы с ним говорили. Ты ему снишься, но он не может понять, что тебе нужно от него. Так что тебе нужно? Меня зовут Элизия, Зеркало Небес. В моем сердце Джонан, но он не может увидеть меня во плоти, иначе я стану водой на берегу. У меня есть дар для него. Один из его кровей когда-то владел этим. Он тоже был в моем сердце. Но не так, как Джонан теперь. Дар? Что за дар? Много раз луна отражалась в воде с тех пор, как один из родичей Джонана пал на дно озера. Он бился с последней из белых змей, что плыли по ветрам севера, с матерью королевой Иказарах, что лежит теперь на ложе озера, лишенное жизни. Я дала обещание и исполнить его должна. Тот, что из рода Джонана, просил, чтобы его оружие возвратилось к его крови, если Иказарах выпьет его жизнь. Она сделала это, но до того, как он нанес ей смертельный удар. Из глубин озера я принесла клинок, что завершил ее жизнь. Теперь он должен принадлежать Джонану. Значит, ты хочешь передать Джонану меч его предка, но не можешь сделать этого сама, потому что тогда его взгляд обратит тебя в воду. В этом, в принципе, суть квеста. Это один из законов страны, лежащей под водной гладью. Ты можешь передать Джонану и сказать ему, что я чувствую? Я отдала ему мои песни, я отдала ему мое сердце. Я позабочусь о том, чтобы это оружие вернулось к Джонану, Элизия. Вот, храни его, пока твой путь не встретит путь Джонана. Возвращайся, когда отдашь ему дар. Мне нужно знать, что меч вернулся домой. Я вернусь, когда передам его Джонану, Элизия. Отряд получил предмет, сломанный меч Айонана. Давайте посмотрим этот меч. Он не представляет собой для нас сейчас ничего интересного. Сломанный меч Айонана. Этот разбитый клинок принес смерть Иказарах, последний из матриархов белых драконов. Видимо, это причина, почему в Icewind Dale нет драконов. Он принадлежал Айонану, дальнему предку рыбака Джонана из Восточной Гавани. Меч пролежал на дне озера почти целый век, ожидая возвращения к продолжателю рода Айонана. Да, возможно, что и Грант неплохо сразился бы с этой Иказарах, потому что он является подклассом паладина рыцарь и имеет бонус к сражению именно против демоноподобных и драконоподобных существ. Мы всей дружной компанией бежим к Джонану, который здесь недалеко ожидает нас с какими-то хорошими новостями. А вот он пытается вспомнить песню и чешет зад. Джонан. Да, привет. Забыл что-то еще у меня спросить? Джонан, похоже, что мне удалось узнать, откуда берутся твои сны. Да, ты серьезно, не шутишь? Я был бы благодарен за одну спокойную ночь. Женщина, которую ты видишь в своих снах, Джонан, это морской дух. Она разговаривает песнями, поэтому ты и не можешь понять ее. А морской дух? И что ей надо? Зачем эти сны? Она... Так, нет, первый вариант точно не для паладина, он злой. Это обман. Ее зовут Элизия. Разговаривать через сны — это одно из умений ее расы. Она разговаривает с тобой, потому что она любила одного из твоих предков и много-много лет назад дала ему обещание. Одного из предков? А я здесь при чем? Твои черты напоминают ей о нем, а сердце у тебя такое же храброе, если не храбрее. Она полюбила тебя, но не может тебе позволить увидеть себя во плоти. Она хочет передать тебе кое-что, принадлежавшее твоему предку, если ты согласишься это принять.
Принять? Я? То есть она, если хочет, то я, конечно. Вот она оказывает такую честь простому рыбаку. Отряд приобрел опыт 1200, вы объяснили Джонану, почему вы преследуете сны. Тогда вот, возьми, с этим клинком твой предок пошел в битву с Эказарах, последний из матриархов белых драконов. Он пролежал на дне в сердце дракона почти сотни лет. Храни его с гордостью и помни, что Элизия любит тебя. Она больше не будет беспокоить тебя во сне. Клянусь хребтом мира, этот меч просто великолепен, хоть и сломан. Но говоришь, снов больше не будет? Я, честно говоря, буду немного скучать по ним. Какие же красивые песни. Какие красивые. Я передам ей Джону. Прощай. В плане материального вознаграждения этот квест, мне кажется, самый доходный во всей локации. Сейчас мы сходим за вознаграждением Элизии. Что же она нам подарит? Тебе удалось найти Джонана? Да, теперь меч у него. Спасибо тебе. Пожалуйста, возьми этот слипшийся песок, что я нашла на дне. Я слышала, такие вещи у вас ценятся. Спасибо, Элизия, прощай. Мы получили жемчуг. Жемчуг является драгоценным камнем, который можно довольно недешево продать. Давайте пошастаем по округе еще немного. Может быть, есть что-то, что я здесь либо забыл, либо даже упустил при первом прохождении, и тогда мы с вами сможем это обнаружить. Нет, здесь ничего интересного нет. Что у нас здесь? Какой-то причал, склад. Забыли. Горожане. Ну, давайте и еще один горожанин. А, Хурин. Посмотрите, какой персонаж. Поговорим с ним. Хурин. Доброго дня. Меня зовут Хурин. Чем могу помочь? Приветствую, меня зовут Грант. Что ты делаешь здесь, Хурин? Я? А ничего особенного. Я работаю на торговца рыбой Гаспара. Управляю этим складом. Я закупаю резную кость и запасы продуктов на случай, если зима будет тяжелой. Но в таком месте это, похоже, важная работа. А чем занимаются остальные жители Восточной Гавани? В основном тут все ловят круглоголовую форель в озере Лэк-Динешер. Это не особенно прибыльное дело, зато жизнь в наших местах интересная. Ясно. Ты слышал что-нибудь интересное о том, что происходит в городе? Но я провожу столько времени на этом несчастном складе, что до меня мало слухов доходит. Если ты действительно хочешь знать, что происходит в этих местах, лучше угости выпивкой завсегдатая в зимней колыбели. Ты поймешь, что два самых любимых занятия в Восточной Гавани – это подтягивать пиво и травить байки. Какая же красивая музыка. Интересно. Скажи мне, чем ты зарабатываешь на жизнь, Хурин? Я? А ничего особенного. Я работаю над... Это мы уже с вами обсуждали. Тяжелая зима, да? Звучит многообещающе. Ничего интересного в городе не происходило в последнее время. Но я провожу столько времени в этом несчастном складе, что до меня мало. Это мы тоже сочетаем. Таверна? Хорошо, попытаю счастье там. Прощай. Да, персонаж именной, но квест он нам не выдает. Это должно быть сделано. Да, графика, я думаю, вас не впечатляет. Но эта игра не про графику, это игра про дизайн уровней, про... Это не технологичная игра. Во-первых, она сама по себе старая, во-вторых, даже в свое время она особо не выделялась передовыми технологиями в плане графики. Но посмотрите, какие красивые здесь локации. Теперь мы вернемся к храму, зайдем внутрь. Кого же мы здесь видим? Мы здесь видим Акалию, давайте поговорим с ней.
Приветствую, меня зовут Акалия. Я послушница в храме Темпуса, помогая Эверарду с храмовой оружием и ритуалами. Приветствую тебя, Акалия, я Грант. Ты послушница Темпуса, да? Кто бы мог подумать, что здесь так распространена вера в повелителя битв. Темпуса очень почитают местные племена варваров. Они называют его Темпус. Мы, переселенцы, часто сталкиваемся здесь с жестокостью и даже открытым насилием. И хотим понять, какой в этом смысл. Племена варваров и что они думают о 10 городах. 10 городов — это объединение городов на Крайнем Севере, цивилизованных городов, в число которых входит Истхевен. Раз на раз не приходится, жизнь вообще полна неопределенности. Они не доверяют нам, переселенцам, и часто полагают, что наши деревни и города — это вторжение на их земли. Иногда они с нами торгуют, иногда воюют. Значит, они вас то любят, то ненавидят, сами не определились, но хоть не пытаются убить вас каждый день. Это лишь часть наших ежедневных занятий. Мы знаем, что варвары отделены от нас только несколькими горами, и мы, переселенцы, понимаем всю опасность, которую они могут принести с собой. Ты говоришь, мы переселенцы. Откуда ты родом? Я родом из Невервинтера. Я приехала сюда помогать господину битв Эверарду после смерти его предшественника, жреца войны Ренфельда, который погиб в битве с варварами неподалеку от Бриншандера. Ох, наверное, эти варвары не особенно привечают переселенцев. Раз на раз не приходится, ну, это мы с вами уже читаем. Похоже, что жить здесь небезопасно. Мне пора, прощай. Теперь пойдем к Эверарду. Хротгар говорил, что в городе появились чужеземцы. Что тебе нужно? Мое имя Грант. Ты здешний верховный жрец? Да, я Эверард. Эверард — последователь Темпуса. Первый жрец покровителя битв. Что привело тебя сюда? Эверард, у тебя шрамы как у воина. Ты был ранен в битве? Да, эти глаза видели битвы, и на моем теле оставляли метки мечи и топоры. Это было давно, очень давно. Теперь же мое место здесь. Почему ты больше не сражаешься? Потому что Богу нужно служить разными способами. Я из Ордена Сломанного Меча. Моя обязанность — хранить это место. Понятно. Я хочу задать тебе еще несколько вопросов. Орден Сломанного Меча, они охраняют места, священные для последователей Темпуса, так? Да, мы воины. То есть были воинами. Мы изранены в битвах настолько, что не можем больше сражаться, но мы все еще годимся для того, чтобы охранять священные места нашего Бога. Это священное место? Это священное место для Темпуса, да. На этом месте варвар Джеред много лет назад отдал свою жизнь. Он лежит замурованный в камень под нашим храмом. Помните заставку в начале игры про шамана, который пожертвовал собой? Это вот оно и есть. Что случилось? Джеред жил много лет назад. Он был шаманом, который объединил северные племена и привел их к победе над войском Аракона ценой собственной жизни. Как он погиб. Когда Аракон увидел, как его войско проигрывает сражение Джереду и северянам, он решил призвать на помощь силы преисподней. Аракон открыл врата на нижние планы. Он призвал демонов на поле битвы, тогда северные племена были бы разгромлены. Я не верю в то, что было именно так, но говорят, что сам Темпус предстал перед Джередом на поле битвы, и Джеред увидел в этом знамение. Знамение для чего? Джеред решил, будто Темпус призвал его пожертвовать собой, чтобы обеспечить победу своему народу. И тогда он кинулся в портал, и кровь Джереда превратила его в камень, что и по сей день лежит под нашим храмом. Мне кажется, опасный камешек. Кажется, ты не согласен с выбором Джереда. Джереду не нужно было собой жертвовать. Появление Темпуса было испытанием для его веры и знаком победы для его народа, а Джеред подвел своего бога и умер как трус. Но ведь Темпус появляется перед теми воинами, от которых зависит исход сражения. Так может быть, смерть Джереда не была
Умереть за Темпуса значит умереть с мечом в руках, а не кинуться в объятия адского колдовства. Долг Джереда был в том, чтобы сражаться вместе с товарищами, а не убивать себя, когда битва уже практически выиграна. Возможно, этой жертвой он помог избежать смерти многим другим, Эверард. Жертвой? Давай я расскажу об этой жертве, дитя мое, и больше не будем говорить об этом. Жертва — это смерть, которая несет какой-то смысл. А если она напрасна, то эта жизнь не пожертвована, а выброшена. Вот чем он учит нас, камень Джереда. Понятно, я хочу задать тебе еще несколько вопросов. Мне хотелось бы принести дань уважения храму, а может быть и подключиться. Итак, какие услуги нам предлагает этот храм? Это жреческие заклинания, которые может на нас наложить Эверард. Он, конечно, намного выше уровнем нашего жреца Леры, и, следовательно, набор заклинаний у него больше, вплоть до воскрешения, если бы у нас кто-то умер. От суммы пожертвований в этой игре ничего не зависит. В игре Baldur's Gate с помощью пожертвования можно было улучшать репутацию. Торговля. Жемчуг стоит 60, но мы продадим жемчуг в другом месте, я не помню, но вот здесь цена 60, в другом месте, мне кажется, мы сможем чуть подороже продать. А вот футляр для свитков и футляр для зелий нам нужны, потому что эти виды предметов мы будем находить довольно часто, и инвентарь ими заполнится очень быстро. Это свитки. Это жреческие свитки. Их сможет использовать Лера, а также частично Грант. Но сейчас он не может их использовать, а Лера, смотрите, может. Свитки перестали быть красными. Пока что для нас здесь все дорого, потом эти цены для нас будут копейками. Но сейчас нам нужно сэкономить денежки для доспехов и оружия. Доспехи для того, чтобы снизить наш класс брони, как я уже говорил, чем ниже класс брони, тем лучше. Оружие для того, чтобы наконец-то начать использовать то оружие, которым мы умеем сражаться, и следовательно не иметь никаких штрафов, а наоборот это только бонусы. Что у нас здесь? Горожанка, а это... Копье. Нет, копье нам не нужно, никто у нас копьем не сражается. Хотя, давайте с ней поговорим, может про это копье что-то расскажем. Я слышала, что в городе появились новые лица. Вы прибыли с караваном? Да, можно задать несколько вопросов по Восточной Гавани? Восточная Гавань? Я живу тут довольно давно. Однако в последнее время дела тут все хуже и хуже. Ты имеешь в виду природные условия? Да, погода меняется. С плохой на очень плохую. Никогда так рано не начинало холодать. Похоже, теперь не скоро снова будет тепло. При таких снегопадах и перевалах югу занесет раньше. Мне пора идти, прощай. Да, погода меняется, и это одно из проявлений зла, с которым мы будем сражаться в этой игре. Также, пожалуйста, запомните наш диалог с жрецом Эверардом, потому что в конце игры нам придется к нему вернуться, и это будет частью сюжета. Ничего интересного. It shall be done. А вот и Хродгар. Of course. Well met, friend, and welcome to my Хродгар. home. Рад вас видеть, дружище. Добро пожаловать в мой дом. Располагайтесь поудобнее, но постарайтесь ничего не расколотить. Большая часть всех этих диковинок, которые вы видите здесь, дорога мне, как память. Зачем ты хранишь все эти вещи? Каждый из них напоминает мне о тех днях, когда я странствовал по миру в поисках приключений, собирал там и тут милые безделушки. Это скорее сувениры, чем ценности, остатки моей славы и богатства. Странствовал по миру в поисках приключений?
То есть теперь ты удалился на покой? Semi-retired, actually. На самом деле, я хотя и удалился на покой, но не совсем. Эти земли все еще дикие и суровы, здесь встречается множество опасностей. Последние несколько лет мне частенько приходилось снимать со стены меч и щит и отправляться в битву против тех, кто угрожает Восточной Гавани и соседним поселениям. Кстати, я как раз планирую нечто подобное в самом ближайшем будущем. Об этом я и хотел бы с вами поговорить. А куда ты направляешься? Мы получили сообщение из Кулдахара, наших соседей с юга. В горах хребта мира зашевелились какие-то темные силы. Страшно. Я собираю и возглавляю группу, задача которой будет разведка местности от юго-восточной гавани до Кулдахарской долины. Вы, похоже, сможете справиться с этой задачей, поэтому я предлагаю вам присоединиться к нам. Что скажете? А что за темные силы, о которых ты говоришь? Не знаю точно. Гонец не сообщил каких-либо подробностей. Пожалуй, если ты хочешь разузнать об этом побольше, тебе следует обратиться к старому Эверарду в храме. Но надо спешить. Как думаете, пойдем мы с ними или застрянем навечно в Вестхевене? Звучит очень заманчиво. Мы пойдем с тобой. Превосходно. Рад, что вы с нами заодно. Я соберу остальных участников, и через несколько дней мы выступаем в Кулдахар. Вскоре горы охватят сильные бури, поэтому чем раньше мы выйдем, тем лучше. Но мне надо еще уладить кое-какие дела в городе. А что такое? Может быть, мы сможем чем-нибудь помочь? В самом деле, пожалуй, ты можешь кое-чем помочь. Помог, хозяин нашей лавки, недавно пожаловался на то, что его запасы быстро оскудевают. Он говорит, что караван из Каэрдинвала уже сильно задерживается, и если он не придет в самое ближайшее время, не придется закрыть лавку, так как товар кончится. Обычно я нытье помоба пропускаю мимо ушей, но на носу сильные снегопады, и лучше позаботиться о том, чтобы караван пришел. Так что мне надо сделать? Надо найти этот караван. Выходи из города по Южному мосту и разведуй холмы к западу от озера Лек-Динишер, между Восточной Гаванью и Каэр-Динивалом. Караваны в это время года всегда держатся близко к береговой линии. Когда найдешь караван, проследи, чтобы он спокойно дошел до Восточной Гавани. А я в это время соберу остальных участников похода и окончательно доработаю планы нашего путешествия. Возвращайся поскорее, мы должны пройти Кулдахарский перевал, пока еще его не завалило снегом. Удачи и береги себя. Итак. Давайте посмотрим, что у него здесь есть. На стене закреплена голова странной твари, напоминающей большого черного быка. При ближайшем рассмотрении можно увидеть, что шкура его состоит из металлических чешуек. Морда металлического зверя удивительного зеленоватого цвета. На простой деревянной табличке написано «Невидимый ловчий». Ага. С головы странной твари, похожей на кальмара, свисают гибкие толстые щупальца. Темные глазища уставились со стены, будто чудище молчаливо изучает вас. Это и летит. А вот что за бык? Ну, знаете, вот в «Героях Меча и Магии» в третьей части там были такие существа в городе. Цитадель, по-моему, ну, в городе на болоте. Горгоны. Это быки, которые своим взглядом могли превращать в камень. По-моему, они горгоны назывались. Вот похоже на этих горгон. Как вы считаете, сильно ли будет противоречить нашей доброй позиции, если мы немножечко в сундуках у Хродгара покопаемся? Давайте попробуем. Закрыто. Закрыто. Давайте, мы все отвернулись. А Лори это время посмотрит, что там. А, это я помню. Смотрите, какая интересная записка. Если ты читаешь эту записку, ты вор, вознамерившийся похитить мое добро. Вынужден тебя разочаровать. Неужели ты думал, что я буду хранить ценные вещи в столь очевидном и слабо охраняемом месте? Считай эту записку предупреждением. Я не снисходительный к тем, кто сует свой нос куда не следует, а любой пойманный за воровство в городе Восточная Гавань будет отвечать передо мной. Юмор. Короткий лук. Нет, мы это воровать не будем. Ладно, мы ничего не украли, мы просто немножечко пошарились. Ой, подождите, еще интересная вещь. Of course.
Я даже не обратил внимания. Посмотрите на пол. Это же шкура Василиска. Или что это? Описания нет, почитать нельзя, но 6 или 8 лап. Очевидно, что это не шкура медведя. Так, это магазинчик, но не тот магазин, который нам нужен. Гаспар. Это тот самый торговец, костью на которого работает склад, помните? Хурин там или кто был? Гаспар. Здравствуй, чужеземец. Я Гаспар, я торгую рыбой. Что привело тебя ко мне в этот чудный день? Торгуешь рыбой? Это вроде не похоже на рыбную лавку. Так это и не лавка, приятель, это мой дом. Если я торгую рыбой, это не значит, что она здесь везде должна быть развешена, как на уличном лотке. Я занимаюсь крупными партиями сушеной круглоголовой форели и рыбьей кости. И основная часть товара у меня на складе на берегу. Да-да, были там. А зачем нужна рыбья кость? Из рыбьей кости у нас делают разные резные изделия. Круглоголовая форель – редкая рыба, и поделки из ее кости очень ценные. Резную кость в Восточной Гавани знают художники и ремесленники во всех королевствах. Наверное, на этой рыбе ты неплохо зарабатываешь? Это уважаемое занятие. Конечно, доходы я получаю в основном от торговли. Кстати, как раз сейчас совершается одна важная сделка. Какая? Продуктовые склады в городе почти опустели. Хурин, управляющий на моем складе, опасается, что припасов может не хватить на зиму. И я заключил соглашение со старым Головеем из Каэрдиневала, чтобы запастись как следует. Караван должен вот-вот прийти. Любопытно, Хротгар говорил, что караван опаздывает, попросил нас разыскать его и проследить, чтобы он добрался до Восточной Гавани. Да-да, непременно позаботьтесь об этом, хотя я и не сомневаюсь, что все в порядке. В это время года караваны часто задерживаются. В Восточной Гавани мы повстречали Гаспара, торговца рыбой. Он сообщил, что заключил сделку с купцом из Каэрдиневала. Караван еще не прибыл, его ждут со дня на день. Может быть, это тот самый караван, судьбой которого обеспокоен Хротгар. Надеюсь, что ты прав, прощай. Пойдемте дальше. Это таверна, мы здесь уже были, и нам туда не надо. А это склад Хомуба. Это как раз тот самый магазин, хозяин которого жаловался Хротгару, что скоро придется закрыться. Давайте зайдем внутрь и поможем ему открыться. Yes? It shall be done. Хомуб. Что это? Снова варвары пришли ко мне в лавку. Нет сомнений, у них ничего нет на обмен, кроме волчьих шкур и полированных камушков. Ладненько, давайте к делу. Что вам угодно? Варвары? По-моему, ты ошибаешься, друг. Ну-ну, я так не думаю. Все вы северяне для меня на одно лицо, немытые и неотесанные. Северяне? То есть ты сам не местный? Я Помоб Аказмир, посланник Королевского дипломатического корпуса Калимшана и уполномоченный попечитель маршрутов северных караванов. Покорнейше прошу простить меня, ваше благородие, теперь буду знать. Да ладно, там, откуда я родом, за такую дерзость обычно наказывают палками. Твое счастье, что я снисходителен. И чем я могу быть полезен? Я хочу взглянуть на твои товары. Да, смотрите, здесь мы можем продать жемчуг за 100. Мы это сейчас и сделаем, потому что деньги нам нужны. Что же мы можем купить? Купить мы можем доспехи, оружие. Ничего магического. Бутылку вина мы купим. Это нужно будет для квеста, который мы через 10 минут с вами будем проходить. Хотя, наверное, не через 10 минут, чуть подольше. Потому что у нас здесь будут долгие закупки. Еще раз купим всякие вот эти вот мешочки-футлярчики. Очень нужная вещь в Айсвиндейле. Итак, у нас с вами 719 золотых монет. Мне кажется, надо купить... Так, в плане доспехов. Нам надо купить пластинчатый доспех. Пластинчатый доспех. И пластинчатый доспех. Вору нельзя покупать тяжелые доспехи. Давайте, кстати, посмотрим характеристики этого пластинчатого доспеха.
Пластинчатый доспех состоит из металлических полос, вертикально прикрепленных к подкладке из колец, кожи или ткани. Поскольку наклонять торс вперед и назад приходится чаще, чем в стороны, пластинчатый доспех сильно ограничивает движение в бою. Так. Класс защиты 4. 3 против ходящего и метательного, 2 против дробящего. Требования сила 8. Не могут использовать бар, друид, маг, вор. Как только мы наденем на нашего вора такой доспех, он тут же потеряет возможность использовать воровские навыки. Посмотрите, класс защиты 4. Сейчас мы наденем его на Гранта. Класс защиты 10. Сейчас будет 6. Прошу прощения, 4 это как раз базовый. От 0 4 прибавляется. Базовый без брони 10, с броней стал 4. Если бы у нас был еще бонус ловкости, то этот бонус ловкости тоже бы сработал, но в пределах, которые допускает сама броня. Чем тяжелее броня, тем меньше бонус ловкости она допускает. Смотрите. Класс защиты 4 от доспеха и ловкость минус 3. Но здесь эта броня позволяет использовать бонус ловкости минус 3. А вот Лориэлю мы купим что-то такое, где не будет. Так, здесь особенности. Доспех из шкуры защищает лучше, чем обыкновенный кожаный, однако ради этого приходится мириться с отвратительным запахом и жалким внешним видом. Такую броню могут носить воры, но она сильно мешает им применять особые навыки. Нет, это не наш выбор. Давайте посмотрим. Вот, прекрасно. Вот это мы можем купить. Класс защиты 7. Купить. Инсая, нашим магам Кириллу и Агнес доспехи не нужны в принципе. На Лориэле мы купили с вами доспехи. Теперь посмотрите, класс брони у всех стал вместо 10, который был довольно приятный. Продолжаем наши покупки. Это дело я очень люблю. Теперь нам надо купить шлемы. Давайте мы паладину купим вот такой шлем. Нашим воинам купим. Да, давайте Валику купим рогатый шлем, Дварфу. Вор. У вора пусть будет такой шлем. У Леры тоже будет такой шлем. Дальше нам нужно подкупить щиты. Большой щит. Что, один только? Тогда большой щит мы наденем на Валика, а Гранту купим средний щит, тоже один. Ну и малый щит купим Лере. Давайте разберемся со щитами, а потом будем покупать оружие. Джалапсера, кстати, нам будет не нужен, и можно будет его продать. Видите, когда ручное оружие снаряжено, щит хоть и надет в слот, но он не используется и не дает класса защиты. Very well. А теперь мы покупаем оружие. Длинный меч для Гранда. Для Валика нам нужно поискать топор. Здесь топор, боевой топор, прекрасно. Для Лориэля нам нужен меч и лук. Но
деньги сэкономим, поэтому сейчас мы не только лук. Составной длинный лук мы можем себе позволить? Я думаю, что да, потому что больше нам особо нечего. Купим стрелы. Ну, длинный меч нет, покупать не будем, потому что сейчас он будет сражаться луком, а потом длинный меч мы где-нибудь раздобудем или заберет в конце концов у Гранта. Для Леры. Она у нас булавами сражается, правда? Да, булава. Нам нужно купить булаву. Вот она у нас. Для Кирлана ничего покупать не надо, он так и будет сражаться посохом. Будет профессионалом в этом деле. А для Агнес мы купим прощу и камни. Это один из недостатков этой игры и системы Dungeons and Dragons второй редакции. По крайней мере в моем понимании. Я никогда не понимал, почему маги в этой игре сражаются прощой и камнями. Ну, у них, в принципе, из оружия доступны дротики, прощи с камнями, кинжалы и посохи. С такой скудный выбор. Но я не могу себе представить в каком-то эпичном фэнтези мага, который кидается из прощи камнями. Но это условности, особенности этой игры. Просто закроем глаза. Так, купили. Что-то я там прямо слишком много купил. Посох выбрасываем. Набиваем все наше добро. И в принципе мы уже неплохо так вооружены. Сейчас быстренько пробежимся по характеристикам, чтобы вы смогли оценить, насколько круче и сильнее стал наш отряд после правильной экипировки. Продаем кинжал Апселем. Всего лишь за 5 золотых. А я его не продал, да? Да, я его не продал. Смотрите, экран. Теперь у него нам вместо 10 стал 3 класса брони. Попаданий было 18, стало 17, ну, потому что он использует оружие, в котором у него есть слот мастерства, 2 слота мастерства. И урон у него благодаря использованию длинного меча теперь от 6 до 13. Да, неплохой прирост во всех характеристиках. Посмотрите, наш танк, основной танк в отряде. Класс брони стал 0. Вот теперь как раз по нему получается вот этот вот показатель to hit armor class 0 будет эталонным, никаких бонусов или штрафов атакующий испытывать не будут. Но дальше мы доведем этот показатель до отрицательного значения. Ну что же, наш отряд экипирован. Теперь мы можем двигаться дальше. Оставим ему здесь наши посохи. Здесь находится гостиница, но мы зайдем в нее чуть попозже, когда нам надо будет отдохнуть. Сейчас мы здесь пообщаемся со стариком, если я не ошибаюсь, его зовут Старый Джет. Это как раз, который рассказывал про огни из прошу прощения, из храма. Здесь ничего интересного. И этот старик, алкаш, даст нам квест на бутылку вина. Мы это вино уже купили. Старый Джет, да, это он и есть. Эй, кореш, как твои дела? Привет, неплохо, а твои? Не то чтобы очень, кореш. Видишь, Гризелла из зимней колыбели больше в долг не наливает. Так рыбы не наловишь. Не знаю, просто без выпивки, может быть. Говорит, пью много. Чего она понимает? Я всего-то 3 раза на лодке перевернулся. Ну ладно, 4. По-любому мне нужно выпить, чтобы хоть что-нибудь поймать. Давайте попробуем его разубедить. Пьянство это не выход. Горячительное плохой помощник в работе. Тебе стоит поговорить о своих проблемах. Нет, это уже завершение. Но я могу чем-нибудь тебе помочь.
Но я могу чем-нибудь помочь тебе катиться по наклонной плоскости. Так, давайте пока просто попрощаемся. Я хочу Queen for a day, is it? проверить, если персонаж с высоким I'm off. интеллектом будет. Сможем ли мы этот квест по-другому пройти? Да что ж ты такая сволочь, не поверю, что ты пальцем не шевельнешь. Винцаба. Нет, не поменялось. Да вот твоя дурацкая бутылка. Ох, винцо, родненькое мое, кореш, я твой должник. Ты бы лучше завязывал, капитан. Не всегда же под волком окажутся искатели приключений, чтобы тебе за бутылкой сбегать. Прощай. Получили опыт, причем неплохой такой. В одном из прохождений я брал себе в отряд мага, и я не помню, какими характеристиками он обладал, но он смог отговорить старого Джеда от алкоголизма, не давая ему никакой бутылки вина. Я не помню, какие еще условия я тогда выполнил для того, чтобы появились эти опции для разговора, но сейчас, видимо, этих опций не было. Дальше. Здесь, за мостом, нас ждет мальчуган, которого необходимо будет спасти. Дамьен. Ну и имена, ну и перевод. На помощь, чудовище! Скорее, надо найти Хротгара в городе чудовище, они меня чуть не съели. Так, давай по порядку. Что стряслось? Чудовище! Я рыбу ловил, а тут вдруг они повылезали, целая толпа. Я все бросил и бегом оттуда. Но они за мной не погнались. Я думал, они хотят меня съесть, но, наверное, они за моей рыбой пришли. И где эти чудовища сейчас? Там, внизу, у озера, через мост. Папа говорил, чтобы я не ходил так далеко один, но там же самая большая ловится. Он меня прибьет, если узнает, что я потерял весь улов за сегодня. А все эти глупые чудовища виноваты. Не бойся, мы сейчас пойдем, разберемся с этими чудовищами-грабителями и рыбу твою вернем. Да, чудовище. Вам страшно, друзья? Вот же эти чудовища. Это же просто гоблины. Вот они. Пауза. Обратите внимание, насколько чаще мы стали попадать по врагу. А все благодаря тому, что мы взяли в руки правильное оружие, к которому у нас есть какие-никакие бонусы. И наш показатель to hit armor class Zero стал чуть получше. Чуть получше, это значит чуть поменьше. О, смотрите, как много здесь вооружений, которые мы купили. Могли бы не покупать. Сейчас его возьмем исключительно для того, чтобы продать, потому что... использовать это оружие никакой необходимости нам нет. Давайте убедимся в том, что мы убили всех гоблинов. Точнее, мы уже видим, что убили не всех. Так, это будет наш второй носильщик. Одна из особенностей игры состоит в том, что здесь очень маленький инвентарь, и есть ограничения не только по переносимому весу, переносимый вес зависит от силы персонажа, но и на количество слотов, которые вы можете занять. Как видите, здесь всего 16 слотов у каждого персонажа. Ну, кроме слотов, которые надеваются на саму фигурку персонажа, снаряжение. Поэтому в середине и в конце игры будет очень серьезная проблема с инвентарем, когда будет очень много вещей, которые не хочется продавать, которые хочется носить с собой, либо они квестовые, либо просто полезные, типа всяких зелий и амуниции, стрел, камней для прощи. Но при этом носить все это с собой будет уже очень сложно. Просто не будет не хватать места. Итак, Дамьен. А, это ты? Ну как, удалось отобрать у чудовищ мою рыбу? Сегодня тебе повезло, мальчик. Вот твоя рыба. Точнее, то, что от нее осталось.
Спасибо, я домой побегу. Наверное, папа за меня волнуется. Прощай. Мы получили еще опыт. Мы выручили Дамьена и дали ему рыбу для отца, чтобы мальчика не наказали дома. А вообще, я уже знаю, что это не просто мальчик, у кого отец рыбак, а это сын того самого Гаспара. Давайте сходим, посмотрим. Так, он здесь живет? Да, он здесь живет. Поменялось ли что-то? Я не помню, появились ли там новые диалоги после того, как мы спасли сына Гаспара. Может быть, там что-то выпадет. Of course. Вновь приветствую вас, друзья. Спасибо, что помогли моему сынишку Дамьену. Он рассказал мне про вас и про чудовищ. Это совсем нас не затруднило. Вы слишком скромны. Но так что привело вас ко мне? Нет, больше никаких наград, к сожалению. Ну да ладно. It shall be done. Мы сейчас пойдем с вами, продадим все предметы, ненужные предметы вооружения по мобу и подготовимся к тому, чтобы выходить из Истхевена на поиски заблудившегося каравана, но это будет уже в следующей серии. Я хочу кое-что купить, но на самом деле продать. Здесь, в этой игре, есть какая-то очень слабая экономическая система, которая проявляется в том, что после продажи предметов, следующие предметы торговец будет покупать у вас дешевле. Для того, чтобы не потерять деньги, нужно все предметы одного типа продавать как бы одним лотом за одну продажу, и тогда все эти предметы вы сможете продать по максимальной цене. Предположим, вот у меня здесь много боевых топоров, и они бы стоили не по одной монетке, но это минимальная цена, ее снизить невозможно, а по 15 монеток. Я бы продал один топор, а следующий топор бы, торговец у меня покупал бы уже по 10 или по какой-то другой меньшей величине. Поэтому нужно выделять и, соответственно, аккумулировать в инвентаре одного персонажа все предметы одного типа. Так, мы продаем. 54 золотых монетки сможем получить. Пожалуй, все. Теперь давайте посмотрим, что еще в инвентаре есть. В продаже есть. По-моему, ничего интересного. Да, ничего. Да, очень-очень скудный торговец. Of course. После того, как мы вернемся из нашего первого приключения, нам нужно будет зайти в эту гостиницу. Там тоже будет пара интересных моментов. Но сейчас туда идти рано, потому что мы еще не устали, у нас нет никаких ран. Заклинания, кроме одного единственного заклинания у Агнес, мы не использовали. Поэтому мы подходим к выходу из деревни Истхевен. Сохраняемся. И делаем небольшую паузу в нашем приключении. До новых встреч, друзья.